Один слон привлек внимание посетителей парка, и ее удивительное рождение оставило всех в восторге. Несколько лет назад в дикой природе Африки, а именно в национальном парке Амбасели, расположенном на юге Кении, произошло замечательное событие. Этот обширный регион с травянистыми ландшафтами является домом для множества диких животных. Пятнистые гепарды разминают лапы, полосатые зебры свободно бродят, наслаждаясь окружающей природой, а высокие жирафы соперничают по высоте с местными деревьями. Однако парк наиболее известен своими слонами, которые свободно перемещаются по территории. Это место привлекает туристов, желающих приблизиться к этим величественным существам. Сегодня в парке обитает почти 2000 слонов. Среди бесчисленных видов в мире африканские слоны являются крупнейшими наземными животными, отличающимися не только своими размерами, но и замечательной силой и выносливостью. Однако их внушительные физические данные сопряжены с определенными трудностями. Им требуется огромное количество пищи для поддержания веса, и их аппетиты требуют постоянного питания в течение дня. Еще одной отличительной особенностью этих существ является то, что у них самый длительный период беременности среди всех живых существ. Если женщины вынашивают ребенка 9 месяцев, то у слоних беременность может длиться до 22 месяцев. По словам ученых, такая длительная беременность необходима для здорового развития мозга и размеров их конечностей. Мозг слонов требует еще больше времени для полного развития. Это не единственная уникальная особенность беременности слонов. После того, как мать рожает, проходит почти десятилетие, прежде чем она сможет снова зачать ребенка. К сожалению, этот период восстановления создает проблему для сохранения слонов, которые находятся под угрозой исчезновения, поскольку они могут рожать только раз в 10 лет. С другой стороны, это означает, что каждая беременность слона считается очень особенной. В национальном парке Амбасели была беременная слониха, которая привлекла внимание работников парка. Перу уже была матерью. Несколько лет назад она родила детеныша, который вырос сильным и здоровым. Поскольку детеныш был самкой, она естественным образом стала очень близка с Перу. В сообществах слонов самки невероятно лояльны друг к другу. Самцы предпочитают одиночество, бродя в одиночестве большую часть своей жизни. Однако самки слонов рождаются с потребностью общаться и устанавливать связи с другими членами семьи. Самки проводят значительную часть своей жизни с матерями больше, чем любое другое животное в природе. Фактически, эти связи могут длиться несколько десятилетий. Нора Нирани работает в фонде Амбасели для слонов. Когда исследовательницу попросили объяснить поведение африканских слонов в парке, она сказала, говоря о семье, семья состоит из кузен, бабушек и сестер, которые остаются вместе на всю жизнь. Старшая самка — глава семьи. Отца в семье нет. Слоны — высокоинтеллектуальные существа, и их сложные эмоции являются горячей темой для исследователей животных. Они одни из немногих в животном мире, кто скорбит по умершим, и у них есть свои способы демонстрации чувств радости и счастья. Одной из их самых заметных характеристик является горячая любовь к членам семьи, особенно материнская любовь. Перу и ее дочь были неразлучны с самого рождения. Добродушный детеныш следовал за матерью повсюду, никогда не отходя слишком далеко. Это может быть типичным поведением для слонов,
но в связях между этими двумя было что-то особенное. В конце концов, Перу снова забеременела. Работники парка были в восторге, как и защитники дикой природы. Судя по всему, Перу готовилась к еще одному успешному рождению. Хотя Перу была всего лишь одной африканской слонихой, это вселяло надежду на рост популяции. На протяжении всей беременности Перу ее дочь оставалась рядом. Казалось, маленькая слониха была взволнована появлением нового брата или сестры. Когда долгожданный день наконец настал, дочь Перу внимательно наблюдала за происходящим. На месте присутствовало несколько работников парка, готовых помочь слонихе в случае необходимости. Перу немного задержалась с родами, и работники надеялись на благополучный исход. Однако через некоторое время некоторые из них начали беспокоиться, что с беременностью что-то не так. Они уже видели, как выглядела Перу во время предыдущей беременности, и не могли не заметить, что на этот раз ее живот казался более большим. 39-летняя слониха была спокойна и выглядела полностью готовой принять своего нового детеныша. Рождение слоненка может длиться от нескольких до нескольких дней в зависимости от различных факторов. Оказалось, что Перу потребовалось не больше 1 дня. Когда новость о том, что дикая беременная слониха наконец родила, распространилась по парку, все были в приподнятом настроении. Однако эта беременность была не совсем обычной. К удивлению работников, Перу родила то, что не видели в парке уже 40 лет. В марте 2018 года Перу родила двойню — мальчика и девочку. Все, кто стоял вокруг матери и ее новорожденных, были поражены. В национальном парке Амбаселия последний раз слониха рожала двойню в 1980 году. Это также был единственный случай, когда в парке родились близнецы. Матриарха звали Эстелла, а ее чудо-детей, родившихся летом, назвали Эквинакс и Эклипс. Близнецы уже довольно редки среди людей, но по данным службы охраны дикой природы Кении, они еще реже встречаются у слонов. Учитывая сокращение численности африканских слонов в дикой природе, идея о том, что матери производят больше потомства, определенно приятна. Однако защитники природы знают, что уровень выживаемости для братьев и сестер, рожденных одновременно, довольно низок. После рождения близнецы быстро были интегрированы в стадо слонов. На момент их присоединения в группе было около 40 слонов. Как и их старшая сестра, близнецы стали неразлучны с матерью. Однако, если молодые близнецы отходили немного дальше от Перу, их старшая сестра всегда следовала за ними. Многие считали, что первая дочь Перу взяла на себя материнскую роль. Когда их мать бродила по земле в поисках пищи, детеныши собирались вместе. Фактически, всякий раз, когда Перу физически отдалялась от своих детей, они становились ближе друг к другу. Было несколько моментов, когда молодые слоны тратили энергию на игры, а их старшая сестра терпеливо наблюдала за ними. «Вы можете видеть, как они двигаются вместе втроем», — сказал Кеннет Олнашу, старший смотритель национального парка Амбаселе и один из многих людей, специально назначенных для защиты Перу и ее семьи. Многие работники парка наблюдали, как Перу выросла зрелую слониху. Многие утверждали, что она была рождена, чтобы быть матерью. Хорошее здоровье Перу во время обеих беременностей, без каких-либо осложнений, стало удачей. Благополучие всех слонов в национальном парке Амбасели уже давно является главным приоритетом. Рождение близнецов повысило осведомленность работников о потенциальных рисках и опасностях,
с которыми сталкиваются эти дикие животные. Тем не менее, смотрители эффективно борются с проблемой браконьерства, сотрудничая с местными сообществами. В Найроби сотни местных жителей теперь участвуют в проекте по сохранению, поскольку защита дикой природы является основной заботой для многих сельских общин. Это уникальная ситуация для сохранения слонов, отметил Киннет. Несмотря на трудности, детеныши Перу воплощают тот же стойкий дух, что и их мать. Молодые близнецы уже показали живую энергию, которая впечатлила защитников природы. Их жизнерадостность очевидна для посетителей и тех, кто следил за их историей в социальных сетях. Мы можем только надеяться на светлое будущее для этих слонов. Что вы думаете об этой истории? Дайте нам знать в комментариях. Чтобы не пропустить новые интересные видео на нашем канале, спасибо за ваше внимание.